Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео хочу рассказать о том, как на операционную систему Windows Server 2019 установить функцию маршрутизации, то есть чтобы сервер стал маршрутизатором или роутером. Первое, что необходимо сделать, это установить роль. Для этого запускаем пуск диспетчер серверов, добавить роли и компоненты. Жмем далее, далее, далее. И в списочке выбираем удаленный доступ. И выбираем маршрутизацию. В данном случае у меня эта роль установлена. Если же здесь галочки не стоит, то нужно выбрать маршрутизацию и автоматически появится галочка Direct Access и VPN. После этого нажать далее и роль установится. Я же жму отмену, потому что роль у меня стоит. После установки роли нужно запустить консоль управления по маршрутизации и удаленному доступу. Делается с помощью этой панели управления, администрирования и запускаем оснастку под названием маршрутизация и удаленный доступ. Видим наш сервер, но стоит стрелочка вниз. Да, это означает, что служба не работает. После установки нужно что сделать? Службу включить. Жмем правой кнопкой и жмем настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ. Запускается мастер установки сервера маршрутизации и удаленного доступа. Мы жмем далее. В списке здесь маршрутизации нету. Выбираем особая конфигурация. Жмем далее. И здесь выбираем галочку маршрутизация локальной сети. Далее. Готово. Сейчас, да, запустить службу. Вот после того, как сейчас служба запустится, у нас маршрутизация заработает. И можно будет добавлять статические маршруты после этого. Вот. Либо даже динамический маршрут по протоколу RIP. Да? То есть динамическую маршрутизацию по протоколу RIP. Итак, вот у нас заработало. Теперь мы можем добавлять статические маршруты. Чтобы добавить статический маршрут и посмотреть статус о маршрутах, это можно сделать тремя методами. Метод номер один с помощью консоли. Запустили консоль под названием маршрутизация удаленный доступ. Нажимаем IPv4, жмем на статические маршруты. Видим, что у нас маршрут сейчас здесь не установлен никакой. И можем сейчас добавлять статический маршрут. Жмем правой кнопкой новый статический маршрут. Здесь что мы видим? Да? Что интерфейс выбираем какой, например, интернет. И сеть назначения. Пусть это будет там, 192, 168, там, 200, например, 0. Да? Сеть назначения с маской подсети 255 3 раза 0. И шлюз мы будем указывать, например, 192, 168, 7. 1. То есть, что такое шлюз? Это адрес роутера, который соединен с нашим узлом, да, с нашим роутером, в данном случае это с нашим сервером. Вот, и куда нужно перенаправлять пакеты для того, чтобы они достигли цели. Метрика. Метрика указывается обычно число переходов, хопов. Пусть, например, будет 3. И жмем ОК. Да? И после этого у нас вот отобразились статические маршруты. Также можно посмотреть таблицу маршрутизации, которая у нас здесь есть. Вот сама таблица маршрутизации. Вот. Итак, это был первый способ просмотра таблицы маршрутизации и просмотра статических маршрутов. Да? Вот. И настройка статических маршрутов с помощью консоли. Второй способ это с помощью командной строки. Для этого необходимо запустить команду cmd, командную строку cmd. И делается это все с помощью команды route. Если мы хотим просто посмотреть маршруты, то жмем команду route print. И у нас высвечивается здесь все маршруты. Вот. Если же мы хотим добавить маршрут, то жмем команду route add. Например, мы хотим добавить маршрут. Так, route add. Например, мы хотим добавить маршрут. Ну, например, в 192, 168, ну, например, 183 сеть. Да? В сеть 183.0. Указываем адрес сети. Дальше указываем маску подсети. 255 3 раза 0. Дальше из аргументов нужно указать, значит, шлюз, на который мы должны пересылать. Шлюз, он, как и в предыдущем примере, будет 192, 168, 7.1. Да, адрес роутера, на который надо пересылать. И указываем метрику. Ключевое слово метрик. И указываем, пусть это будет 3.
Enter. Так, отработал route, да, неверный параметр. Ага, синтаксис здесь, да, нужно поставить ключевое слово mask. Enter. Так, окей, так, изменилось. Смотрим таблицу маршрутизацию raw print и видим, что вот у нас 183 сеть добавилась. Итак, это был второй способ, как добавить статический маршрут и как таблицу маршрутизации посмотреть с помощью командной строки. Ну и третий способ — это PowerShell. Запускаем PowerShell. Так. Windows PowerShell с правами администратора. Запуск от имени администратора. И вводим командлет. Сначала смотрим таблицу маршрутизации. Делается с помощью командлета getNetRoute. getNetRoute. Дальше показываем аргумент addressFamily. addressFamily. IPv4. IPv4. Так, смотрим таблицу маршрутизации. Вот она. И сейчас добавляем статический маршрут. Вот с помощью командлета newNetRoute. newNetRoute. Дальше аргумент интерфейс индекс. Да, индекс интерфейса. Для того, чтобы посмотреть, значит, индекс интерфейса, надо задать команду просмотра текущих интерфейсов. Для этого надо ввести командлет под названием getNetIPConfiguration. getNetIPConfiguration. Не хочет. Да, есть подсказочка. Смотрим. Вот, запустили. Итак, видим, что интерфейс индекс у нас с номером 11. Это локальная сеть. И с номером 7 это у нас сеть, подключенная к интернету. Ага, все понятно. Теперь вводим, дублируем команду предыдущую. Так, не помещается, да? Адрес family get new route. Вот, new route, да? Вводим здесь аргумент интерфейс индекс. Так, интерфейс индекс. Индекс. Ставим интерфейс индекс номер 7. Дальше ставим аргумент destination prefix. И указываем, значит, в сеть, которую мы хотим сделать маршрутизацию. Пусть это будет 192, 168, ну пусть 222.0. Дальше указываем слэш 24, указываем префикс. То, что 24 бита будет отвечать за адрес сети. И указываем аргумент nextHop. nextHop. И указываем IP-адрес следующего перехода, то есть шлюза. Это будет 192.168.7.1. Enter. Так, ругается. Ага, синтаксис. Интерфейс индекс.
Синтаксис не прощается. Интерфейс индекс есть. Итак, вот у нас прописался новый маршрут. И теперь хотим посмотреть таблицу маршрутизации. Сначала зададим метрику с помощью командлета setNetRoute. Так, setNetRoute. Аргумент route metric. И поставим троечку, да. И посмотрим теперь таблицу маршрутизации. Вот getNetIP. Так, И посмотрим таблицу маршрутизации, что у нас сеть, да, 222 добавилась. Да, вот она есть. Ну и последнее, что я хотел бы показать, это как добавить маршрутизацию динамическую по протоколу RIP. Включение протокола RIP делается с помощью консоли маршрутизация и удаленный доступ. Чтобы ее запустить, мы запускаем панель управления, администрирование и выбираем маршрутизация и удаленный доступ. Выбираем IP версии 4, в общее, правой кнопочкой новый протокол маршрутизации. И из списочка выбираем RIP version 2 for Internet Protocol. Жмем ОК. Добавляем новый интерфейс. Выбираем, где мы хотим организовать. В данном случае я хочу на локальном интерфейсе сделать протокол маршрутизации RIP local ОК. И выбираю тут, собственно, параметры, которые, еще раз хочу сказать, что по умолчанию вполне допустимы и пригодны для большинства случаев жизни. Окей. Также, если хотим поднять на другом интерфейсе, то жмем новый интерфейс и поднимаем его на другом интерфейсе. То есть в данном случае на всех интерфейсах, которые мы выбрали, будет поднят протокол RIP. Ну, а у меня на сегодня все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. И если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.